Нетаньяху впервые признал геноцид армян. Израиль десятилетиями избегал официального признания массовых убийств христиан в Османской империи во время Первой мировой войны. Однако премьер-министр Биньямин Нетаньяху во вторник впервые открыто заявил, что признает преступления против армян, ассирийцев и греков в начале XX века геноцидом. Этот шаг может свидетельствовать о возможном изменении позиции Израиля, особенно на фоне обострения отношений с Турцией. Во время интервью у Патрика Бет-Дэвида премьеру был задан вопрос о том, почему Израиль не признает геноцид армян. В ответ Нетаньяху сказал, что, по его мнению, такое признание уже было. Он сослался на резолюцию Кнессета. При этом никакого закона на этот счет принято не было. Когда ведущий заметил, что ни один из израильских премьеров раньше этого не делал, Нетаньяху ответил: «Я только что сделал это». Армянский народ долгие годы добивается, чтобы международное сообщество дало событиям 1915-1923 годов название «геноцид». По разным оценкам, тогда погибло около 1 500 000 армян. Османская империя, а затем и Турция, которая стала ее правопреемником, категорически отвергают термин «геноцид», утверждая, что происходившее было следствием военных действий и депортаций, а не преднамеренной политики уничтожения. Несмотря на многочисленные исследования, подтверждающие факт организованных массовых убийств, лишь 34 государства официально признали геноцид армян. Большинство стран избегают этого шага, опасаясь испортить отношения с Турцией, которая располагает второй по численности армией НАТО и играет важную роль в регионе, как влиятельное мусульманское государство. Израиль долгое время находился в числе стран, не признающих геноцид, так как на протяжении многих лет Анкара оставалась для него важным торговым и даже частично военным партнером. Но отношения начали резко ухудшаться, особенно после начала войны в секторе Газа. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто поддерживает движение Хамас и является одним из самых громких критиков Израиля в международной политике. Турция также неоднократно позитивно отзывалась о нападении боевиков Хамаса 7 октября 2023 года, когда из Газы было совершено массовое вторжение в южные районы Израиля, в результате которого погибло более 1200 человек и около 250 были взяты в заложники. Существуют разные объяснения того, почему Израиль так долго воздерживался от официального признания. Одни считают, что причина в уникальности Холокоста. Еврейское государство опасается, что признание других геноцидов снизит значение трагедии уничтожения Третьего мирового еврейства. Другие указывают на прагматичные соображения – сохранение отношений с Турцией как с ключевым региональным игроком. При этом в израильском обществе не раз звучали призывы признать геноцид армян. Их высказывали как представители левых партий, так и правых движений. Многие еврейские организации, включая Лигу против дефамации и Союз реформированного иудаизма, уже официально признали эту трагедию. Тем не менее, на государственном уровне Израиль оставался непреклонным. В 2001 году, когда отношения с Турцией были на пике, тогдашний министр иностранных дел Шимон Перес заявил, что армянские обвинения несостоятельны и представляют собой попытку поставить знак равенства с Холокостом. По его словам, то, что произошло с армянами, является трагедией, но не геноцидом. Вместе с тем, отдельные политики предпринимали шаги, чтобы изменить официальную линию. В 2000 году министр образования от партии Мерец Йоси Сарит объявил о намерении включить тему геноцида армян в школьную программу. Он подчеркнул, что геноцид – это тяжелейшее преступление против человечества, и отметил особую обязанность еврейского народа проявлять чувствительность к страданиям других народов, учитывая пережитый Холокост. В июне 2011 года депутат Арье Элдад от партии «Национальное единство» внес законопроект о признании 24 апреля Днем памяти геноцида армян. За несколько недель до этого в Кнессете впервые состоялось обсуждение этой темы, и многие парламентарии высказывались за признание. Однако до голосования дело так и не дошло. Сторонником признания выступал и бывший президент Израиля Реувен Ривлин. Еще в должности спикера Кнессета он говорил, что Израиль
требуя от других не отрицать Холокост, не имеет права игнорировать трагедию армянского народа. Но уже будучи президентом, он смягчил риторику. В 2015 году на заседании Генассамблеи ООН Ривлин подробно говорил о массовых убийствах, но избегал слова «геноцид», употребив формулировку «убийство членов армянского народа». Позже он также отказался ставить подпись под ежегодной петицией с призывом признать геноцид. В 2018 году в Кнессете было запланировано голосование по этому вопросу, однако оно было отменено из-за отсутствия поддержки со стороны правящей коалиции. На этом фоне Турция ответила Нетаньяху. МИД Турции отреагировал на заявление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху о геноциде армян. Это попытка использовать трагические события прошлого в политических целях. Нетаньяху, проходящий судебный процесс за свою роль в геноциде палестинского народа, пытается скрыть преступления, совершенные им и его правительством. Мы осуждаем и отвергаем это заявление, которое не соответствует историческим и юридическим фактам, отмечают в МИД Турции. На этом фоне президент Азербайджана Ильхам Алиев в очередной раз сделал ряд заявлений, которые свидетельствуют о многослойной стратегии Баку. Одновременно демонстрация готовности к диалогу и привычное манипулирование историей и современностью. Комментируя отношения Турции и Израиля, Алиев отметил: отношения между Турцией и Израилем напряженные. Если будет желание, мы поддержим процесс нормализации, а если нет, предпримем некоторые конструктивные шаги, чтобы найти общий язык. Тем самым он попытался позиционировать Азербайджан в роли посредника, способного влиять на сложные региональные уравнения. Однако подобные высказывания больше похожи на политический жест, призванный подчеркнуть вес Баку, чем на реальную инициативу, учитывая ограниченные возможности Азербайджана в столь чувствительном вопросе. Касаясь темы Ирана, Алиев заявил: «Мы не намерены занимать границу между Ираном и Арменией. Если бы мы хотели занять эту границу, то сделали бы это уже давно». Эта формулировка выглядит как попытка снять напряжение и представить Азербайджан миролюбивым соседом. Но в реальности, в подобной риторике, легко прослеживается скрытая угроза. Мол, если бы захотели, давно бы реализовали, но великодушно воздержались. Такая постановка вопроса скорее усиливает подозрения у соседей, чем развеивает их. Отдельного внимания заслуживают рассуждения Алиева о Конституции Армении. Его высказывание на эту тему – яркий пример того, как ложь, преподносимая с уверенностью, превращается в инструмент политической манипуляции. Легко врать, если сам веришь в собственные конструкции, и еще легче, когда создаешь исторический экран между реальностью и своим народом. Алиев вновь апеллировал к теме нехорошей армянской конституции, перекладывая ответственность за региональные противоречия на Ереван. Здесь стоит вспомнить его утверждение. В 1918 году мы создали первую в мусульманском мире республику. Современный Азербайджан позиционирует себя как правопреемник этой искусственно созданной структуры. Но исторические факты говорят иное. Еще 2 августа 1914 года между Османской Турцией и Германией был заключен договор, по которому после войны Турция должна была забрать себе Кавказ, Северный и Южный, Крым и иранскую провинцию Азербайджан. В начале 1915 года в Турции был создан Комитет защиты прав мусульманских тюрко-татарских народов России, а уже к концу того же года его лидеры обратились к Германии с просьбой поддержать отделение мусульманских регионов от России. То есть в реальности речь шла вовсе не о независимой и демократической республике, а о геополитических проектах великих держав. Когда Российская империя рухнула в результате революции, Османская Турция сделала ход, создав фиктивную республику с названием Азербайджан, идентичным названию иранского региона. Логика была проста. Если существуют два образования с одинаковым именем, рано или поздно они должны будут объединиться. Таким образом, закавказские татары, которые на тот момент вовсе не стремились к собственной независимой государственности, были вынуждены принять турецкий сценарий. Большинство влиятельных политических сил среди них составляли илхагисты, сторонники присоединения будущего Азербайджана к Османской империи.
Они аргументировали это тем, что революция в России открыла народам право на вхождение в иные государства, а мусульманское население региона по происхождению и духовной связи всегда тяготело к Турции. Ирония истории в том, что Османская империя вскоре распалась, но созданный ею искусственный проект выжил и стал претендовать на земли армян, грузин, талышей, персов, лезгин и других народов. Претензии были заложены уже в декларации к Конституции Азербайджанской Демократической Республики, на которую любит ссылаться Алиев. Отныне народы Азербайджана являются носителями суверенных прав, и Азербайджан, состоящий из Восточного и Южного Закавказья, полноправным независимым государством. То есть еще в тот момент новое образование заявило притязание на обширный регион без указания четких границ, что позволяло и позволяет до сих пор предъявлять территориальные амбиции. Таким образом, сегодняшнее обвинение Армении в неправильной конституции не более чем попытка переложить с больной головы на здоровую. Алиев продолжает традицию, уходящую корнями в начало XX века – выдавать политические мифы за историческую истину, а манипуляцию – за государственную стратегию. На заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что в Конституции Армении по-прежнему имеется положение, которое ставит под сомнение территориальную целостность Азербайджана, и что, как только эта конституционная поправка будет внесена, будет подписано официальное мирное соглашение, последовал прямой и однозначный ответ бывшего советника президента Армении по национальной безопасности Владимира Погосяна. Погосян заявил: «Хочу успокоить Алиева. Армянский народ не примет этого и поправок не будет. Спите спокойно. И главное, в Конституции ничего о претензиях нет». Его слова – ясный сигнал, что попытки диктовать условия Еревану не имеют под собой юридической и политической основы. Бывший советник подчеркнул, что любые угрозы или давление на Армению, связанные с внутренними процессами и поправками в Конституцию, являются недопустимыми. Погосян отметил: Алиев пытается преподнести свои угрозы как естественный порядок вещей, но он не учитывает научный, стратегический и государственный потенциал Армении. Через полгода у нас будет то, что заставит его и Турцию по-настоящему задуматься. Он также дал понять, что Армения не собирается становиться проходным двором для Азербайджана и что попытки запугивания не изменят позиции государства. Мы не против мира, мы против того, чтобы из Армении делать проходной двор и унижать. Мы вам не Никол. Комментируя угрозы Алиева о возможной ответной реакции на неприемлемые поправки, Погосян отметил: если Алиев захочет войны, он ее получит. Но это будет совершенно другая война. Воевать будет не армия, а государство. И последствия для Азербайджана будут разрушительными. Таким образом, позиция Армении выглядит твердой и последовательной. Любые внешние попытки давления на Конституцию, на внутриполитические процессы или на территориальную целостность страны будут встречены решительным сопротивлением, а угрозы Баку не воспринимаются как инструмент дипломатии. Пишите свое мнение в комментариях, делитесь мыслями и обсуждайте с другими читателями. А также подписывайтесь на наш канал, чтобы всегда быть в курсе самых важных и актуальных событий мира и Южного Кавказа, и не пропускать свежие новости и аналитические материалы.